Привет всем, это канал India Magic TV, я Олег. Мы с Мишей едем в анталийском трамвайчике до последней станции, в самый-самый конец, за аэропорт, на станцию Экспо. Сегодня мы вкратце коснемся истории всемирных выставок Экспо, которым уже более 170 лет. Несмотря на то, что я уже приезжал в этот парк и снимал там видео, я не все посмотрел, что там есть. Огромная территория, очень насыщенная всякими разными строениями, павильонами. И чтобы посмотреть все, мы с Мишей на самом деле приехали сюда 2 раза. Сейчас мы едем первый раз, и приехали мы туда около 5 часов и часа до закрытия, а парк закрывается в 6 вечера. Нам не хватило часа, чтобы все обойти и все посмотреть. В одном месте мы нашли целую рощу гранатовых деревьев и объелись вкусных спелых гранатов. Там никто их не собирает, они просто растут на деревьях, переспевают, трескаются пополам и их съедают птички. Иди, это твой хозяин. Он так и играет с тобой. Грандиозный парк, но он когда-то был построен вот ради одного мероприятия. Вот это Экспо проходило. Миша в Экспо. Погнали. Международная выставка, которая здесь прошла в 2016 году, не была, так сказать, какой-то турецкой вещью в самой себе. Это мероприятие было частью грандиозной серии международных выставок, история которых началась еще в середине 19 века. Первая всемирная выставка, которая известна как просто Великая выставка, состоялась в 1851 году в Лондоне. После огромного успеха лондонской Великой выставки эта концепция стала популярной и повторяется по всему миру каждые 5 лет. Мероприятие обычно продолжается до 6 месяцев. Организационные вопросы на себя берет принимающая страна. В данном случае в 2016 году это была Турция. Более чем за 1,5 века выставка проводилась в огромном количестве стран и городов, перечислять которые заняло бы очень много времени. Например, в 1937 году эта выставка проводилась в Париже, в 1970 в городе Осака, в 2010 году выставка прошла в Шанхае, и следующая выставка будет в 2025 году снова в Японии, в Осаке. Парк Экспо 2016 в Анталии, куда мы приехали с Мишей, строился на протяжении 3 лет. Его строительство обошлось в $605 миллионов всего-то. У нас бы потратили, наверное, несколько миллиардов, из которых большая часть осела бы в чьих-нибудь карманах. На тот момент в Турции это было примерно 1,7 миллиарда турецких лир. Я недавно зашел на Google карты, там есть такая функция походить по улицам и посмотреть фотографии. И есть фотографии 16-17 года. Позаглядывал специально на вывески кафешек. Так вот, там шаурма, такой завертончик или дурум куриный стоил примерно 3 лиры. Так что 1,7 миллиарда лир по тем временам для 16 года это очень большие деньги. Парк раскинулся на площади 1121 гектар. Мероприятие продолжалось официальные 6 месяцев, после чего еще было продлено на 2 месяца. В выставке принимали участие 55 стран. Россия отказалась принимать участие в этом мероприятии. Насколько мне известно, из-за инцидента со сбитым российским военным самолетом в 2015 году. Парк по-прежнему открыт для посетителей, вход на территорию сейчас бесплатный.
Большинство павильонов разных стран здесь находятся в заброшенном состоянии. Страны, которым принадлежат эти павильоны, перестали их поддерживать уже давно. За исключением китайского павильона, он до сих пор в отличном состоянии и регулярно ремонтируется, подкрашивается, поддерживается китайцами. В 2016 году здесь было огромное количество ресторанов, закусочных, был большой фудкорт. Сейчас этого ничего нет, есть один небольшой киоск, где можно купить воды и каких-нибудь батончиков, чтобы подкрепиться. Работает ботанический павильон, где собраны растения со всего мира. Также в рабочем состоянии находится центральная башня высотой 113 метров. Туда на самый верх можно подняться на лифте. Работает детский научный центр или научный павильон, такой музей науки. Туда можно приехать с детьми на экскурсию, но лучше приезжать пораньше, потому что мы с Мишей приехали слишком поздно, не успели на экскурсию. Последняя экскурсия начинается примерно в 16 часов, как нам сказали. Собственно, это и все, что там находится в рабочем состоянии сейчас. Остальные павильоны и строения на территории просто поддерживаются в опрятном чистом виде. Там приятно походить, погулять, поснимать видео. Особенно если вы, как и я, любите какие-то заброшенные помещения, места. Иногда кажется, что ты где-то в каком-то месте после апокалипсиса. Вообще замечательное место, оно мне очень нравится своей безлюдностью, своей тишиной. Если вы когда-нибудь приедете в Анталию, обязательно доедьте до последней станции Экспо и погуляйте по этому парку. Там прям тропики настоящие. Вот так вот цветет алоэ. У меня есть такой дом рос дома, но он никогда не цвел. Я не видел, как он цветет. Красавица. Миша, знаешь, что напоминает? Матримандир. Только такой. Зеленый. Ты можешь также вот по лестнице наверх подняться, как в Матримандире. Смотри. Турецкий. Матримандир. Вот. Поднимаешься. О, бананы растут, Миша. Ух. Очень плотные листья. Это вот где-то в тропиках такие вот реально такие растения, инопланетные просто. Где-то и растут одни просто в лесу где-то. И леса вот таких растений высотой с двухэтажный дом. Это просто листья такие. Огромные листья. Огромные листья. Размером вот этот лист, размером, да, если посмотреть вот так, это как, наверное, 1,5 человека, да? Да, 2,5 метра листья. Да. В Индии продают вот эти цветы, да, на базаре, они съедобные. И вот эти маленькие бананчики. Они просто еще не здесь выросли. они какие-то маленькие. Они еще не выросли, потому что он цветет. Потом этот цветок отвалится, а бананы вырастут. Южнокорейский павильон, там можно в колокол ударить. Пойдем. Будде помолимся. Давай, Миша. Ударь в колокол. Вот тот самый звук. Он до сих пор гудит. Кто там у нас, интересно, что ничего не понятно. Гранаты растут зато. Да. Кстати, почти поспевшие, может, индийский бы найти павильончик. А мы сейчас найдем. Это чей павильон? Ух ты, что-то там еще даже осталось. Главное, что они рядом, индийский
И пакистанский. Да, ну такой золотой. Индостан. Хиндустан. Он Нарендра Моди. А, конечно. Он на Мариданге. Радха Кришна явно вот. Да. Вот это да. Пандичери вон есть. Все штаты. Пандичери. Это китайский. Китайский. Прикольно. И сохранился лучше. Его за ним ухаживают китайцы до сих пор. Смотри-ка, даже внутри все аутентично осталось. Муравьи. Реально. О, еще и колючка какая-то. Штука колючая. Я просто представил, такая настоящая корова, знаешь, на ней такие листики. Листики такого размера, да, такого? И вон баран тоже, смотри. Через барана так трава растет. Надо, чтоб сделали. И нос такой. Силуэт мамонта. На этом растут, на деревьях. А это какая-то пальма. Офигеть. Ай! Ух ты, блин, он мне чуть не это. Не проткнул насквозь? Да, да, он как нож, кинжал такой. Да, я такой в Индии, мне в ногу воткнулся, я потом доставал его. Ой, А, капец. Мощная тема. гвозди. Да.
Это мы уже на остановке. После 6 парк закрылся, нас попросили уйти. На станции трамвая есть мост, и вот с моста открывается такой вид на Экспо. Больше в этом районе ничего нет. Вокруг остановки трамвая только поля, такие сельскохозяйственные угодья. Мы уехали домой на трамвае, а сюда вернулись опять через 10 дней. Это рабочий туалетик. Они не все открыты. А, да ты Их много. Ага. Ну, по крайней мере, в прошлый раз мы были, я некоторые смотрел. А, было, ты заходил, да, в некоторые? было закрыто. А, почти как в Ауравиле. Помнишь, там есть аллейка такая? Да. Вот Ауравиль местный. Лавочки есть, прикольно, задумать. Можно посидеть на скамеечке, вот так, в тени. Колючки убрать, если... Вот здесь было место еды. Здесь. Видишь? Там вот прилавочки, закрыто все. Это же шиповник настоящий. Это даже не похоже, это шиповник и есть с шипами. Другой, как у нас. А? Другой, чем у нас. Не такой, как у нас в Приморье, нет? Нет, у нас такой как бы вытянутый, а это такой. Можно даже попробовать его на вкус. Да. Что это было за дерево, да, вот такое? Такой пень ростом с человека. Да, похоже. Ягын. Это понятно, что это огонь, да? Ягын. Ну, написано, что это огонь. Fire. Огонь, ягын. Агни. Павильон. Конго. Конго это что, Африка? Ага. Да. Пойдем посмотрим. Тут даже можно Ну, все так прилично. через дверь посмотреть, что там за Конго такое. Не разломал. А, там у них кандишечка. Да, даже есть вон Congo Airways, авиакомпания. Мы его приютили, обогрели, а он, понимаешь, нам фигвамы рисует здесь. Помнишь, кот Матроскин? Он нам фигвамы рисует. Вот вам фигвамы. Вот такие там фотографии из Конго какие-то. Конговской жизни, видимо. Ну это, я не знаю, это к Конго относится. Бурдур написано. Бурдур. Лисина Бурдур. Что это такое, не знаю. Вот так вот все сейчас выглядит. Бурдурчик. Когда-то здесь был бассейн, подсвеченный, красивый. И, видимо, вот этот глобус красивый крутился, как-то светился. Переливался всеми цветами радуги. Да? Красота. Там же вон прямо на глобусе есть домик. Такая 3D-моделька. В прошлом году я приезжал, здесь было открыто. Ты не дергался в дверь? Я там ходил. А где дверь-то, кстати? А вон с той стороны дверь. Да, сейчас замок. Я там я ходил, да, по этому залу. Поднимался наверх, и там можно было вот по этой штуке пройтись вот так. По кругу я ходил там. Вот по этому мостику. Ну, сейчас не пройдешь. Здесь дети, надувающие шары надувные. Еще прикольно, как все это. Когда оно заброшено, оно еще прикольнее смотрится. Он спелый шиповник, Мишин. Или это не шиповник? Да, шиповник. Шиповник, он такой прям твердый капец. Твердый? Вон сколько его. Турецкий шиповник. С увеличением, когда снимаешь близко, похоже на палец у этого Ханумана. Булава Ханумана. Пум-пум-пум. Всех демонов. Вкуснятина. Сладкий. Оп. Надо. Ну, да нафиг никому не нужен, никто его не собирает. Никто не собирает. Они, может, даже и не знают, что его можно есть. Как в Индии. Праздники, да, в Индии. Они вот прямо всыпают всех вот этими цветами. Или на свадьбе жениха с невестой обсыпают этими лепестками. Ерзурум. Это. Я не знаю, что такое, но это Ерзурум. Домик, мне нравится, он вообще, смотри, деревянный, и там жить можно в нем. Там вот есть мойка, значит, вода
А вон окно открыто с той стороны. Ну там пусто вообще. Деревянный дом, пожалуйста. Поставил кровать, стол. Даже занавески есть тут. Да. Какая-то книга. Постапокалипсис, блин. Здесь вот такие камни между бревен. И вот такая штука. Здесь, видимо, когда-то Это же здесь было. росла трава какая-то. Ну, что-то было, Да. какая-то экспозиция с травой. Что-то было с травой, красивое такое. А вон там стена, как в компьютерной игре, такая лоу-поли стена. Это турецкий кактус, типичный, он везде здесь растет. Вот такой красавец. Иголок почти нет. Он колючий Ну, немножко. так, блин, да. Да, здесь протоптан. Какой-то форт. Старый форт. О, есть дверь. Комнатка. Комнатка. Смотри, какая люстра вообще супер. Сколько ж денег вложено во все это? Это ж страшно подумать. Какое место. Ручка-то непростая, а с узором восточным. Мексика. Ну и что тут от Мексики? Вот этот павильон Мексика. А, тут беседка есть приятная, мексиканская. Ух ты! Это как помнишь во Вриндаване там сад Туласи? И здесь тоже что-то такое. О, смотри, Казахстан, это же этот, Назарбаев. Казахстанский дом, казахский. Да? Столики, смотри, из этого. Из оргстекла столики сделаны. Склеены. Из акрила. Так они там, видишь, типа было как... Да, там что-то светилось внутри. Коллекционные образцы гербарного фонда Института ботаники и фитоинтродукции КНМОН-РК. Вот дерево. Как в Индии привязывают желание, здесь тоже привязано. А вон есть что-то гнездо, я вижу даже. А вон там чье-то гнездышко. Дерево классно. Вот, друзья, гранаты растут. Уже спелые, можно есть. Они уже треснули. Вон. Я не прочь подкрепиться. Я думаю, поспевшие. Они уже вон треснули там, переспели. Вау! Да. Конь, что у тебя с туловищем? Где твоя кожа? Что ты же делал? Из веток. Мы же когда-то вот так с тобой ходили по Радхакунди, и я вот с этой же самой камерой вот так ходил, снимал. Во Вриндаване там. Куст выделяется цветом. Тут реально, тут вот можно снимать какое-то кино такое, знаешь, Экшен какой-то. боевик какой-то вот. Прям такие штуки всякие. Уже готовые декорации, даже не надо вкладывать в это деньги. Это интересная вообще конструкция, сама по себе интересная. Во, красота какая. Это концертная площадка здесь. Есть вода? Произведение искусства какое-то. Да вообще красота какая. Не просто краника. Главное, чтобы вода была. И вода есть. Вообще красота. Но это самый центр Экспо. Вот мы пришли, это центр. Получается, ближе к башне это как бы центр. Здесь вот тоже стена красивая. Вон что
что-то красивое тоже. Беседка. Да, раньше, представляешь, что водопад. Раньше было все, водопады, еда продавалась, все работало. Эти что-то не выглядят очень аппетитными штуками. Да. Похоже, знаешь на что? На что? Коронавирус. Как его изображают. Как его изображают. Лена, ну целое дерево такое штуки. Доверху прямо эти грозди. Каждый камешек надо было выложить, правильным образом повернуть его. Дуракам вход запрещен. Дурак, стоп. Ну, дурак — это остановка по-турецки на самом деле. Но выглядит классно, да, с точки зрения русского языка. Стоп, дурак. Вот эти штуки на ветру должны шевелиться и издавать звук. Точно, да. Бамбуковые палочки. Красотища. Здесь находится один единственный рабочий магазин, где можно купить себе что-нибудь, там воды попить хотя бы. Вот магазин, Миш. И здесь есть вот карта всего этого места. И собаки, вот эти собаки здесь всегда живут. Еще одна была коричневая собака. Это вот то, что здесь мы сейчас находимся. И вот здесь мы были. Вот они. А, все вот эти павильоны. Вот они. Вот. Английский павильон, украинский. Не знаю, нет. Франция. Вот она. Колонна. Там сидит большой брат и за нами наблюдает. Это дерево для барабанщика. Да. Барабанные палочки растут. Сломались, сорвал, дальше барабанишь. Да, это вот такой размер, алой. Ух ты, смотрели какие эти самые. Это вообще что-то непонятно. Даже в Индии такого не видел. Инопланетное какое-то это растение, знаешь, как... Форма жизни. Как в игрушках про другие планеты, там вот такие вот растения какие-то растут. Вообще, что это? Вот, оказывается, тут еще какое место есть. Какой-то парк юрского периода. О, какие динозаврики. Стегозавр, похоже. Я когда-то в детстве прямо фанател по динозаврам. Эту энциклопедию читал, какие бывают динозавры, там стегозавр. Еще какой-то, может, я жил когда-то в первобытные времена. Зубы пообломали ему все. Здесь же были зубы. Это вот научный музей, я так понял. Научный центр, научный музей. Сюда можно прийти. Днем мы поздно пришли, а он работает. И здесь можно сходить на экскурсию. Было бы интересно, если бы мы пораньше приехали, мы бы попали на экскурсию в научный музей. Я не был в этой части никогда, когда я приезжал, вот 2 раза приезжал уже раньше сюда. 1 раз сам приезжал, 1 раз с Сашей приезжали мы. Вот с тобой приехали. Но я сюда не доходил, вот до этого. Я даже не знал, что здесь такое есть. Вот такой центр. Шея треснула. Пьет много. Это тираннозавр Рекс. Это какая-то гора, на которую идет канатная дорога. Ну, это наша, наверное, анталийская канатная дорога. Зверье всякое пасется. И идет дорога вниз, канатка, и там тираннозавр Рекс ждет пассажиров. Домик Бильбо.
Властелин колец. Привет. Да, а юрта какая, смотри, классная. Вообще. Из соломы и бамбуковой или что это? Соломенная хижина. Какая-то бамбуковая солома какая-то. Пол какой, ты посмотри, какой паркет. Можно выглядывать в окно вот так вот. Опа! И здесь. Хорошо, я бы жил в такой юрте. Только с кондишкой. Была с кондишкой, а света нет. Света нет. Вот это странное дерево с наростами такими. Вообще, я такого не видел никогда вообще. Как будто искусственно сделано, но это же настоящее дерево живое. Да. Это оно, по-моему, африканское чертово дерево. Вообще я бы, такое бы увидел, я бы сказал, да ну, не бывает, это искусственно. Даже в Индии я такого не видел никогда. Есть, я видел. В Индии? Да. Только оно там было не бутылочное, но оно было огромное. Вот такое вот я в Индии видел. Защищаться? Защищаться, да. По-моему, чтобы не терлись жирафы, там всякая херня. Нифига, тут прямо гвозди. Да, молодая колючка. Ну, кстати, наступить на такую нехило. Нет, и можно проколоть шину, кстати, велосипеда. Да, как вообще легко. Легко. Это вот тюбитак. Посмотрим, что такое тюбитак. А, вот какой тюбитак. Микроскопы, ножницы, транспортиры, линейки. Это типа школа, это химическая лаборатория. Ну, там явно дети нарисованы, химические опыты проводят. Мост стеклянный. Озеро, мне дядечка сказал, вон там, когда я поднимался наверх на эту башню, вот на эту башню, там дядечка, типа экскурсовод, он рассказывал, что вот это озеро сделано очертаниями, как карта Анталии. Офигенно работает, все поливается, все прям all good. Обезьяны и какие-то зверушки. Вот этот вообще в такой позе, как будто метит территорию. Говорят, в Турции нету обезьян. Вот она, турецкая обезьяна. Этот дом отсюда смотрится, как будто это какой-то лайнер тихоокеанский. Да, похоже. Крыша. Вторая палуба. Да, палуба. Какая красивая стена, да? Вообще. Такая мозаика, как будто она вот только что сделана. Да. Это же вот кто-то же выкладывал. Это мозаика из плитки керамической. Вообще Это стекло, фактически это стекло. Ага. Просто офигенно. Так, как будто действительно вчера. Как будто сделано. вчера сделано. Да. Ага. А что стекло, что ему сделается? Это кто, яблоки? Классно сделали, да? Смотри. Прикольно. Это как бы мне рассказывали, что это типа примеры турецкой архитектуры. Вот. Вот. Хотите жить в таком доме? Я бы не отказался. Такой вот домик белый. Тоже красивый. Только марки. Ресторан, туалет. Вон написано ресторан. Такой был ресторан. Сейчас, конечно, не работает ничего. Классно. Вот это хороший дом. Вот турецкий дом. Такой. Ну это прям видно их вот эти вот Да. панели. Вот. Закрыли, видишь, вход. Раньше я проходил там, ходил по лестницам под этим, приезжал. А сейчас закрыли вход. Может, просто поздно уже. Вот. Так можно было бы зайти и там погулять, посмотреть там внутри обстановка. Типа. Надписи-то видишь на арабской вязи? А, вижу. Раньше-то в старых турецких, в старой Турции там же вот такая была письменность. Это Ататюрк ввел латиницу здесь. А раньше писали вот так. Это же Великий Шелковый путь. А, Ты видишь?
Вон этот шелкопряд. А, точно. Ух ты, как самолет красиво летит, смотри. Там дверь. Большой мир.